Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и неприкрытом бесновании на сольных концертах Леди Гаги в рамках тура The Chromatica Ball. 17 июля 2022 года стартовал концертный тур американской певицы Леди Гаги под названием The Chromatica Ball. Грандиозное шоу проходит в 14 городах Европы, где артистка исполняет песни из нового альбома, а также свои старые хиты. Леди Гага всегда отличалась любовью к символизму, которым буквально пропитано все ее творчество. Неудивительно, что серия концертов The Chromatica Ball представляет собой настоящее беснование с использованием жутких образов. Большинство номеров артистки похожи на оккультные обряды, которые проводятся прямо на сцене. Программа всех концертов Гаги примерно одинаковая, а потому для примера рассмотрим ее выступление в Лондоне от 29 июля 2022 года. Символизм начинается еще до появления певицы перед зрителями. На большом экране показывается мультимедийное шоу с использованием спецэффектов. Из ярких вспышек света формируется некий портал, который, судя по всему, служит переходом в иной мир. Далее на экране появляется огромный огненный шар, напоминающий вспышку взрыва, после чего все вокруг погружается во тьму. Когда темнота и дым развеивается, можно увидеть силуэт крылатого демона, дающего отсылку к Люциферу. Он размахивает крыльями, стоя на фоне дыма и пепла. Создается ощущение, что в мире настал апокалипсис, и зло вступило в полную силу. После этого впервые показывается Леди Гага. На певице надет черный плащ, а ее лицо скрывает жуткая маска. Исполнительница напоминает самого дьявола, который вышел из преисподней. Далее Гага срывает с себя маску, а затем целует ее. Заканчивается видеоряд с застывшим изображением певицы с нечеловеческим выражением лица. Таким образом, даже заставка перед концертом дает понять, что на сцене будет твориться настоящая вакханалия. Леди Гага появилась перед зрителями в образе, напоминающем инопланетную сущность. Она стояла под лучом яркого света внутри металлического платья. Глаза ее скрывала маска. В конце номера металлический корсет разделили на две половины, словно выпустив находящуюся в нем сущность на свободу. Далее мы видим, как парни и девушки из группы подтанцовки пытаются дотянуться до Гаги. Создается ощущение, что они приняли пришельца за своего спасителя. В это время на экране за спиной певицы показывается ее голова в образе богини Гекаты, которая является покровительницей магии и колдовства. Вскоре люди начинают двигаться как зомби, а сама Гага гордо стоит на пьедестале, сложив руки в жест 3 шестерок. В целом данный номер символично показывает, как люди принимают Антихриста и поклоняются ему. Далее Леди Гага исполнила свою знаменитую песню «Poker Face». Во время выступления артистка предельно открыто демонстрировала жесты иллюминатов. В течение довольно продолжительного времени Гага стояла, сложив руку в жест 3 шестерок и поднеся ее к глазу. Подобное сочетание жестов называется глаз Люцифера. На боковых экранах появились анимированные изображения певицы, напоминающие кадры с кровавых пыток. Закончила свою песню Гага жестом 3 шестерок, на этот раз поднеся руки к обоим глазам. Далее свет в зале погас, после чего последовал небольшой перерыв. В это время на экране показывали жуткие сцены, напоминающие кадры из фильма «Матрица». Гага стояла внутри некой капсулы с подключенными к голове проводами. При этом по ним шли энергетические импульсы. Все это словно показывало, что человек является лишь источником энергии для темных сущностей. В какой-то момент певица оборвала все провода и обрела свободу. Вскоре Леди Гага снова появилась на сцене. Ее выкатили прикованной к алтарю, установленному на вершине лестницы. Все это может намекать на оккультные обряды, проводимые иллюминатами. В конце номера артистка сошла с алтаря, без сил упав на плечи к сопровождавшим ее танцорам. После этого последовал один из самых жутких номеров Гаги. Особого внимания заслуживает сценический костюм артистки. Певица исполнила песню в образе зомби, покрытого трупными пятнами. В похожих нарядах отплясывали и окружавшие ее танцоры. С одной стороны, этот номер показывает, что происходит с теми, кто попадает на жертвенный алтарь. С другой стороны, номер Гаги мог представлять собой очередное сообщение о планах иллюминатов, то есть прогноз на болезни и смерти. В это время боковые экраны на сцене, на которых транслировалось шоу, приобрели форму шестиугольников, что дает отсылку к культу Сатурна. Что интересно, в костюме зомби Гага исполнила сразу несколько песен,
дополнив его в конце красной курткой, напоминающей крылья демона, и черными очками. Далее Леди Гага исполнила песню «911», клип на которую предсказал войну в Армении. На экране периодически мелькал код катастроф, а сама певица вновь предстала перед зрителями в жутком образе. На ней был надет черный костюм в виде демонических крыльев. Когда Гага в очередной раз ушла переодеваться, на экране появилось изображение Луны, что дает отсылку к одноименному культу поклонения темным силам. После этого на фоне космического пространства показывались потоки энергии, переходящие из одного состояния в другое. Когда Гага вышла на сцену со следующим номером, на экране за ее спиной появилось изображение силуэта, напоминающего инопланетную сущность. Стояла она на фоне огненного апокалиптического неба. В конце номера Гага надела на себя жуткую маску, похожую на муравья. Это также может давать отсылку к внеземным сущностям. Рядом с певицей находились два парня с кольцами вокруг головы, напоминающими кольцо Сатурна. Сатурн, в свою очередь, является одним из символов иллюминатов, указывающих на принадлежность к культу поклонения темным силам. Через зрительный зал артистка перешла на другую сцену, где исполнила песню, сидя за роялем. Рояль был оформлен в виде поваленного дерева, в то же время напоминающего переплетенные человеческие конечности. В конце песни на экране загорелось огненное кольцо, в центре которого показывалась Гага. Выглядело это также весьма зловеще. Далее Леди Гага вновь удалилась для того, чтобы сменить наряд. Через несколько минут она появилась за роялем в костюме, одновременно дающим отсылку к пришельцам и к демоническим сущностям. На ее голове была надета маска с длинными рогами, похожими на усы насекомого. Исполнив несколько песен, Гага снова отправилась переодеваться. Перед зрителями она появилась во всем черном. Глаза артистки были подведены черным карандашом, в результате чего ее лицо напоминало посмертную маску. Вместе с парнями из подтанцовки Гага устроила на сцене настоящее беснование. Во время исполнения финальной песни артистка дополнила свой образ демоническими когтями. В середине номера за ее спиной вспыхнуло пламя. Охваченная огнем фигура напоминала половину креста. Все происходящее в этот момент на сцене было похоже на встречу Антихриста, явившегося прямо из преисподней. В завершении концерта музыканты, сопровождавшие Гагу, попрощались со зрителями жестом рога дьявола. Таким образом, шоу в рамках гастрольного тура Леди Гаги напоминало шабаш темных сил. Концерт содержал программу на инопланетное вторжение и приход Антихриста. Что интересно, фанаты, которых в зале было несколько тысяч, с восторгом принимали артистку. Люди бездумно аплодировали всему происходящему на сцене, тем самым соглашаясь впустить увиденное в свою реальность. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.